Друзья мои, всем огромнейший привет! Итак, сегодня у меня 15 марта, я немножко пошила, удовлетворила, так скажем, свои потребности, а также выполнила домашнее задание, немножко накосячила, теперь мне надо все перестраивать, ну, в общем, не важно. Все равно мы с вами продолжаем играть. И эти 14 дней будут у нас посвящены вышивальной игре продвижуха. Ну, очень мне хотелось в нее поиграть, но уже прям не могла даже дождаться. Итак, какие же у меня здесь процессы участвуют? Сейчас у меня получилось так, что все мои процессы задействованы, то есть я просто разделила их по ротациям. 3 ротации, 3 вышивальные, ну, так скажем, игры, и все процессы задействованы. Все чудесно, все прекрасно, просто складывается замечательно. Итак, напомню, что в продвижухе у меня теперь участвуют волшебная полка, звездочет, гномик с кукурузкой, сверкающая змея, утро в сосновом лесу, зов маяка, незнакомка и фламандское лето. Все те процессы, которые у меня не вошли в другие какие-то ротации, как раз прекрасненько вписались в эту вышивальную игру. Итак, напомню, что продвижуха — это вышивальная игра от создателя просто Лёля. Я коробочку, которую сломала, подклеила. Ну, конечно, получилось не очень-то хорошо, но, в принципе, все держится, все хорошо. Если я у Лёлечки буду заказывать еще что-то, я просто попрошу вот эту детальку, и я не сомневаюсь, что она мне, конечно же, не откажет, как она мне и предлагала до этого ее прислать. Ну что ж, давайте не будем затягивать, давайте будем смотреть. Итак, что нам нужно было сделать? Прописать минимальную максимальную норму, допустимую для вас при вышивке ваших процессов и размер штрафа. Вклеить в блокнотик наклеечку, наклейка шла в комплекте, и прописать свои нормы. Ну что, я и сделала. Итак, штраф я назначила 1500, если вдруг у меня не будет на моих сюжетах какого-то нужного мне задания. Минимальную норму поставила 500 и максимальную 1000. Комфортно, очень комфортно мне играть с такими цифрами. И поэтому я думаю, что все прекрасно. Так, дальше. Черный кубик определяет номер колоды. Здесь на каждой колоде есть свой номер. То есть 2, 3, 4 и до 6. Так, белый кубик определяет по счету карту с заданием. То есть тут много этих карточек, и нужно будет отсчитывать. Вот такие кубики маленькие шли в комплекте. Я хотела их поменять, но пока так и руки у меня не дошли. Так, колоду я все перемешала. Так, можно доверить кубикам или рулетке. Определить любым удобным для вас способом. Чудесно. Итак, ну что, давайте будем с вами кидать наши кубики. Девчонки, пахнет дерево просто обалденно вообще. Я прям тащусь. Я вообще дерево очень люблю. Итак, 1 белое, 6 черное. Итак, черный кубик определяет номер колоды. Значит, у нас 6-я с вами вот это. Опс. Так, пардон. Вот, 6-я колода. И первая карточка с заданием. Надеюсь, я все понимаю правильно. Вышей 1000 крестиков. Ну, давайте посмотрим, на каком же сюжете мы будем с вами это вышивать. 1000 крестиков. Прекрасненько. Так, я надеюсь, сейчас рекламы здесь не будет на этой рулетке. Вроде нет. Так, все, рулетку я уже тоже заготовила. Поехали. Давайте посмотрим, что же у нас будет. Фламандское лето. Прекрасный выбор. Прекрасный. Давненько я ее не вышивала. Сейчас я достану свой процесс и вам все покажу. Это фламандское лето от
Риолис. Прекрасно. Прекрасно. Вообще задание замечательное. Ну все, мои хорошие, сейчас я к вам вернусь. Ну что ж, вот я к вам пришла. Итак, фламандское лето от Риолис, премиум серия, замечательнейший сюжет. Видела отшив, кстати, его на ютубе, не помню уже у какого блогера. Прекрасная работа, очень красиво, очень шикарно получается. Я ее сама себе дарила на прошлый день рождения. Ой, на позапрошлый день рождения, да. И с удовольствием ее стартанула. Итак, параметры у нас 40 на 50 сантиметров. Название фламандское лето. Вот артикул, кому интересно. Вышивка крестом, полукрестом и бэкстич здесь присутствует. Давайте покажу вам составляющие. Все оставила на родных органайзерах, просто нарезала ниточки, чтобы мне было удобнее. Нитки мне не понравились, это я скажу вам сразу. Они очень суховаты, не знаю, что это за нитки, но после СХС они для меня в руках не очень приятные, и они очень сильно путаются, завязываются в узлы. Не знаю, что за нитки, врать вам не буду. Здесь также описание и схема. У меня есть перенабор этого замечательного сюжета. Ну, давайте посмотрим, что же у меня сейчас на конве. А на конве у меня вот такие прекрасные ракушки. Девочки, канва помята, конечно, само собой. Я ее стирала, когда испугалась насчет своей хрупкости хризантем. У меня здесь разметка была тоже тем же самым маркером. И я прям, знаете, очень сильно распереживалась, когда не могла отстирать свою разметку. Я вам эту историю не рассказывала. Ну ладно, я с вами когда-нибудь ей поделюсь. В общем, я сразу же бросилась все сюжеты, которых у меня идет разметка маркером, в срочном порядке стирать. Ну и фламандское лето, соответственно, тоже. Но я его больше не гладила, теперь мне надо все снова разметить, чтобы все было правильно у меня. И уже можно будет продолжать вышивать. Ну и, наверное, ее поглажу перед тем, как размечать. Вот такой сюжетик у меня будет. Вот такой фрагментик у меня готов. Давайте посмотрим, что же это. Это вот эти две ракушечки. И я перехожу вот на этот как раз желтый цветочек. Но тут я еще не решила, то ли мне идти немножко вправо, чтобы, ну, дойти до следующего угла, или все-таки подниматься вверх. Пока не могу придумать, а надо. Наверное, может и горшочек повышивать, и вот эту ракушку, 1000 крестиков. Ну, в принципе, это не многоцветная работа, поэтому я думаю, продвижения на 1000 крестиков-то будут все равно видны, да? Наверное, тогда я пойду все-таки в бок. Сейчас я поглажу, сделаю разметку, ну и приступлю. Все, мои хорошие девчата и мальчата, я побежала. Займусь этим делом. Первое задание у меня будет готово. Кстати, хотела, знаете, вообще вот это вот было бы классно, если бы вот это были бы наклейки. Можно было бы в блокнотик к себе. Вот. Блокнотик считается такой толстенький, чтобы это все не писать. И, например, можно было бы заводить вот так страничку, вот так вот раз, приклеил, а вот здесь написал, какое задание делаешь. Вот. А так как оно ламинированное, то я не знаю, чем бы мне это дело приклеить. А было бы здорово. Ну, мне так кажется. Надо подумать. Интересно, клей ПВА возьмет? Вряд ли, да? Лощеное вот это вот. Блин, конечно, грустно от этого становится. Но было бы здорово. Так, раз. И вот здесь какое ты делал уже на каком задании. Ох, ладно, я что-нибудь придумаю. Может быть, заведу другой блокнот и что-нибудь туда все-таки наделаю. Ну, посмотрим. Ну все, мои хорошие, я убежала. Мы с вами скоро увидимся. 1000 крестиков небольшие, в принципе, продвижения, но достаточно емкие для процесса
из набора. Все, я с вами не прощаюсь, скоро увидимся. Друзья мои, снова всем огромный привет. Надеюсь, вы по мне не успели соскучиться за несколько секунд, а я к вам с продвижениями. Итак, задание у меня звучало как вышить 1000 крестиков, и мы крутили рулетку, и мне выпало фламандское лето. Ну что ж, вот так вот сейчас у меня все это выглядит. Смотрите, я активно поработала с вот этой вот ракушкой. Классно она получается. Смотрите, уже прямо ее хорошо видно, да? Ну и прорисовала немного здесь, где у меня будут цветы. То есть вот эти вот вьюнки, да, вот они вот здесь вот как раз и будут находиться. Горшочек получается у меня вот здесь закончится. То есть вот он идет. И ракушка лежит в центре композиции. О, какая я вся модная! Центр композиции, да. Ну, вот такие вот у меня продвижения. Отшила я 1042 крестика. Ох, у меня тут все сыпется, разваливается. Совершенно не подготовилась, все тороплюсь, все на бегу. Решила завести все-таки большой блокнотик и приклеивать сюда наклейки, потому что так мне больше все-таки нравится. Здесь у меня как раз и про битву титанов, и про мои старты веселые. В общем, все прописано. Ну и сюда же как раз и про движуху тоже решила забубенить. Вот такой вот забубень. Ну что ж, с этой работой мы пока прощаемся. Отличный результат. Кстати, здесь-то, конечно, видно намного больше, чем на многоцветках, и это не может не радовать соответственно. Ну, давайте брать следующее задание. Так, сейчас я ее уберу. Не буду снимать с пялец, пусть она у меня так и хранится. Если продвижуха у меня так и будет идти прекрасненько, то я думаю, что она будет вышиваться еще у меня не раз, эта работа. А сейчас давайте откроем волшебную коробочку и достанем волшебные кубики. Так, я кубики себе, блин, и не поменяла на большие. Ну что ж, будут вот такие малипусечки. Так, все, я готова. Готова или не готова, я не знаю. Вот так. Все. Сейчас мы все помешаем. Ну и давайте возьмем задание. 2 и 1. Так, я опять забыла. Девчата, пока на меня не злитесь, я еще не запомнила. Так, черный кубик. Это задание. Колода. А белый это какую берем карточку. Значит, колода у нас вторая. Вот она у меня. И первая карточка. Так, что у нас? Вышивай на сюжете с тигром. Так, сюжеты с тигром у меня здесь нет. Так, волшебная полка. Звездочет, гномик с кукурузой. Так, утро со сном рису там медведи, в маяках точно не тигров, незнакомки тем более, фламандское лето отсутствует, бархатный. Может, на полке у меня есть тигр? Так, сейчас я открою, кстати, у меня здесь как раз у меня есть сага. Вот. Сейчас я посмотрю. Может быть, на полке у меня есть тигр. Я как-то даже и не задумывалась об этом, если честно. Но я сомневаюсь, конечно, что тут есть тигр. Так, посмотрим. Так, девчата. Честно, тигра здесь я не вижу. Есть пони, есть кони, есть лампа Аладдина, принцессы, цветы. Но тигров здесь, к сожалению, нет. Даже зебра есть. Вот, по-моему, вот это зебра как раз. Вот она. Вот она. Ну, в общем, нет у меня в этой игре тигра. И это означает, что я буду вышивать штраф. А штраф у меня был запланированный. Так, где? 1500 крестиков
и выберем, на какой работе. А работа это будет сейчас. Мы крутанем рулетку. Блин, как интересно, что же будет. Так, где моя рулеточка? А, кстати, девочки, я уносила бархатный вечер на работу. Но на работе у меня, естественно, совершенно понятно, нет совершенно никакого времени вышивать. В общем, я ее тараканила обратно. А теперь она у меня тоже здесь в этом списке есть, поэтому будем ее тоже сюда же включим. В общем, здесь у меня все, что не задалось, что нигде больше не учат. О, незнакомка. Прекрасно. Сейчас я достану работу и вам ее покажу. Ну вот, маленько здесь прибралась. Ненавижу хаос ни в жизни, ни на рабочем месте, ни на съемочном, тем более. Вот так вот у меня все это сейчас выглядит. Итак, незнакомка. Разработка и набор от Золотое руно. Прекрасная работа, обожаемый сюжет. Я про него уже рассказывала, откуда у меня взялась любовь такая неземная к этому сюжету. Ну и давайте посмотрим. Сразу скажу, на этот сюжет, если кому-то интересно, Золотое руно предоставляет электронную схему. Ну а кто не знает, что это, вот все параметры. Размер 36 на 45, конват Свайгрейд, язык заплетается. Ниточки, естественно, Мадейра, название незнакомка и вот такая вот прелесть. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у меня здесь вышито. Вышито у меня здесь, девчата, не очень много. В видео, где я показывала все свои работы, я ее, конечно, показывала. И больше она у меня пока не вышивалась. Но вот как раз, я думаю, ей прекрасно подойдут эти 1500 крестиков. На данный момент вот так у меня все это дело выглядит. Безумно мне нравится. Вышивается просто песня. Просто вот вообще ни о чем не задумываясь. Просто сидишь и штопаешь крестики. Это вам не многоцветка, но она достойна, чтобы быть отшитой. Работа, кстати, очень маленькая. Смотрите. Ну, сколько тут? Ну сколько тут? 36 на 45 сантиметров. Всего 45 сантиметров. То есть не так уж и много. Ой, все, опять разболталась я. Все, я пошла отшивать свои 1500 крестиков, и мы с вами совершенно скоро увидимся. Я надеюсь, что это будет скоро. Все, с вами не прощаюсь. Друзья мои, всем огромный привет! Я безумно по вам соскучилась, потому что сегодня у меня уже... Ой, а какой сегодня? 5 апреля. Короче, я пропала. Да, я написала пост, чтобы вы меня не теряли, я ударилась в шитье. Ну, блин, все равно я так дико скучаю по своим крестикам, просто не могу. И сегодня именно тот день, когда я все-таки решила, думаю, нет, надо, наверное, все-таки как-то совмещать и пошить, и повышивать, потому что что-то в одну сторону меня качнет, что-то в другую. Думаю, нет, надо и то, и то. Тем более я по вам всем безумно соскучилась. Итак, мои хорошие, я не сняла итоговое видео на свои продвижения по работе незнакомка. Напомню, что у меня было задание по моей продвижухе вышивать на сюжете с тигром, но из моего списка тигра у меня, конечно же, не нашлось, и поэтому я сшила со штрафом 1500 на своей незнакомочке от Золотое руно. И безумно просто рада, что я это сделала. Сделала я это еще в марте месяце, когда там я уже не помню какого числа, но я надеюсь, вы на меня ругаться сильно не будете. Итак, я отшила 1527 крестиков, и вот они, вот такая вот красота у меня получилась. Вот здесь хорошо уже видно рукав. Знаете, вот если честно, вот смотря как смотреть, иногда в какой-то момент я посмотрю, вроде да, тут торчит из-под
Ой, господи, опушки вот этой вот, да, на рукаве торчит вроде как манжет какой-то, либо платье, либо что там у нее, не знаю. А если под другим углом маленько посмотреть, то это вообще как будто отдельная деталь. Вы знаете, вот, кстати, интересно, но не очень получается вот этот вот момент. Мне лично не нравится. А ведь, по сути, это рука. Ну, то есть это манжет платья и рука. А как будто вообще что-то отдельное, как будто какая-то перекладина. Ну, во всяком случае, я воспринимаю этот момент именно так. Он выделяется вперед, а вот эта опушка, она уходит как бы на задний фон, и поэтому выходит какая-то, если честно, не очень красивая штуковина. Ну и рука, она какая-то прямая, то есть у нее нету, ну, вот как у нас, да, тут вот потоньше, тут потолще, свои волосатые руки показала. Ладно, не обращайте внимания. Ну, в общем, отшила я, значит, вот эту меховушку, начала переходить на рукав, уже вот хорошо видно ее плечо. Ну и, надеюсь, будет дальше она двигаться, потому что эта работа у меня уже очень-очень-очень долго лежит, и толку никакого нет, потому что она не продвигалась у меня нигде. Так, ну что ж, давайте возьмем следующее мое задание. Я думаю, что в продвижуху я еще не наигралась. Я думаю, задание 5-то уж точно мы должны будем взять. И для этого нам нужно кинуть чудо кубики. Так, где мы тут? Крышечка на продвижуху. Кстати, у Лёли вышла игра. Я, наверное, говорила про эту игру, но цена, конечно, для меня неподъемная. Итак, 3 белые, 4 черные. Девочки, уже забыла, буду подсматривать. Так, значит, черный кубик, номер колоды, белый, карту с заданием. Итак, черный номер колоды, 4 у нас. И задание у нас 3. Так, вот, чтобы не быть голословной. Раз, 2 и 3. Вот так. Вышиваем на сюжете с морем. Еще лучше. Угу. Так, сюжет с морем. Ну что же я? У меня же в моем списке есть зов маяка. Конечно, я его и повышиваю. Так, ну а сколько я повышиваю? 1000 крестиков. Сейчас я найду свой сюжетец и к вам прибегу. А вот и снова я. Итак, сюжет с морем. Есть у меня такой сюжет в этой игре. Ох, красота, красота. Наконец-то мои маленькие сюжетики тоже попродвигаются. Итак, напомню, это «Зов маяка» от Риолис. Замечательная, яркая, сочная работа. Безумно мне нравится. Размер готовой работы 30×40. Название «Зов маяка». Здесь у нас крест, полукрест и бэкстич есть, конечно же. Куда же без него? Ну что ж, отшито на данный момент у меня море. И я начала продвигаться вот к этому скалистому берегу. Давайте я вам все покажу. Безумно мне нравится тоже эта работа. Каждый раз говорю, что все свои работы я безумно люблю. Вот такое море у меня уже вышито. Вы посмотрите, какие сочные, классные цвета. Я очень довольна, что она мне попала, эта работа. Надо ее продвигать и, в принципе, заканчивать. Осталось на ней... Так, сейчас я вам прям точно скажу. Не буду сильно тянуть. Сейчас зайду в Cross Stitch Saga и точненько вам скажу. Угу. Так. Готова она у меня на 39%. И так, отшито у меня сейчас 14 556 крестиков. И остаток 21 908 крестиков. Вот такая вот красота у меня будет. Ну, в принципе, смотрите.
можно сказать, практически половина. Ну, практически это еще, конечно, громко сказано, но все же. Вот такое море у меня уже здесь отшито. И вот как раз я начала продвигаться вот к этому самому берегу скалистому. Здесь уже вот эта вот лодочка обрисована, да, вот такая вот лодочка красивая, и вот он, этот самый скалистый берег. Ну что ж, буду продвигаться дальше, пройду на лодку, наверное, сейчас не пойду, но все же вот на бережок-то как раз я, скорее всего, и продолжу зашивать. А бэкстич я делаю здесь уже сразу по ходу, потому что его здесь очень мало. Кстати, вот не любители бэкстича, вы будете довольны, вышивая эту работу, потому что его, вернее, здесь очень-очень немного. Ну что, мои хорошие, все. Я сегодня прям хочу, нет, завтра. Сегодня у меня уже ночь. Я сейчас запялю эту работу и буду ждать с утра, потому что реально я хочу свои крестики все-таки шлепать и с вами всем этим делиться. Кстати, только сейчас увидела, что у меня здесь разметка тоже идет этим чертовым маркером, который у меня не хотел смываться с моей хризантемы. Блин, постирать что ли на ночь? Или, блин, не знаю. Ну, ту я вывела, конечно. Я ее 3 раза замачивала в ванише. Надо было замачивать всего лишь на 20 минут. В итоге у меня хризантема пролежала 3,5 часа. И разметка сошла. Ну, наверное, нет. Это посвежее. И поэтому, наверное, пока ее оставлю. Все-таки не буду стирать. Жалко будет, конечно, если она... Ну, нет, отстираю. Все, мои хорошие. Я умчалась. Скоро мы с вами увидимся. Я надеюсь, что все-таки я всеми правдами и неправдами, но хотя бы, может, 15 числа апреля я выложу новенькое видео. А то, наверное, уже все по мне немного соскучились, как и я по вам. Все хорошо. Я ушла. Друзья мои, я снова с вами. Итак, я управилась за один день. Вчера я вам сняла видео, сегодня я уже снимаю для вас свое продвижение. Итак, отшила я 1022 крестика на этой замечательной работе. Я думаю, они заметны. Хорошо прибавила вот здесь, в самом вот этом выступе, мысе, обрыве, называйте его как хотите. Ну и, конечно же, у меня начал уже проявляться маячок. Вот такая вот красота у меня в итоге получится. Кстати, думала, что вот этот промежуток, да, вот этот сам обрыв, он занимает намного больше места. А оказывается, что в принципе он... Ну, достаточно маленький, а вот здесь кажется, что он такой большой. Ну, может, это, конечно, пока только кажется, но я думаю, что все равно он, ну, будет как на картинке, как оно и должно быть. Ну, в общем, с удовольствием повышивала, вспомнила эту работу, хорошо она пошла у меня. Я надеюсь, что вот в продвижухе как раз все мои наборчики будут потихонечку-то и заканчиваться, потому что все-таки от наборов, как я уже неоднократно говорила, надо потихонечку избавляться, потому что многоцветки становятся все-таки в приоритет. Ну что, мои хорошие, сильно долго я на этом зацикливаться не буду. Посмотрели, отлично, продвинули замечательно. Давайте шагать с вами дальше. Что? Возьмем еще, наверное, одно-два задания, и я думаю, будем на этом заканчивать. Что ж, будем кидать с вами кубики, когда я их уже поменяю. Блин, каждый раз говорю об этом. Так, 5 и... Ой, я перевернула. Извиняюсь, давайте еще раз перекинем. 2 и 6. Так, что у меня? Я все время забываю, смотри. Итак, значит, черный определяет номер колоды. Значит, у меня колода номер 2. Так, и карточка номер 6. Ну что ж, давайте с вами считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. Здорово. Просто выше 1100 крестиков. Ну что, давайте, наверное, я сейчас возьму свою рулетку, и мы
крутанем ее и посмотрим, что мы будем вышивать. Так, небольшая рекламная пауза. Пришлось немного прерваться, потому что надо за планшетом сходить и все такое. Ну что ж, давайте покрутим с вами, что же нам выпадет. Фух, держите кулачки. Ого, это утро в сосновом лесу. Прекрасный выбор, прекрасный, прекрасный. Что ж, сейчас я схожу за своим процессом и к вам вернусь. А вот и я. Итак, что за сюжет такое «Утро в сосновом лесу»? Это золотое руно. 550 на 373 крестика, 194 611 крестиков общей сложности и размер 77 на 52. Да, работа не маленькая. На данный момент у меня отшито 48, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь. У меня вышит полностью вот этот угол до вот этого самого ствола. Но это те, кто вот только присоединился ко мне и еще не знает. Оно на раме у меня затянуто, поэтому я вам вверх показать не могу, но выглядит все просто шикарно. Вот такой вот ствол, маленький медвежонок. Вот мы видим его заднюю лапу и попу. И по вот эту вот большую мамашку. Ну, я так думаю, что это мамочка, хотя, может быть, это и папочка. Нет, скорее всего, мамочка. Ну, вот. Значит, что мои действия какие? Я сейчас хочу закончить вот этот вот зеленый, весь вот этот вот травяной фон. Ну, потому что хочется мне его вывести, наконец, вот этот вот зеленый пятачок, закончить его, и уже потом подниматься выше и вышивать вот эту мамочку. Мне кажется, так будет логичней, чтобы, ну, как бы понятно, да, что, наверное, придется раму перетягивать, потому что мама вся не войдет сюда. Вот, поэтому, наверное, я закончу вот с этой травой сначала. Ну, дойду, конечно, до конца и найду, наконец, третий угол когда-нибудь. Господи, эта работа у меня с 2018 года. Ей уже безумное количество лет, а я все никак не могу ее закончить. Это какой-то ужас. А все знаете почему? Потому что здесь огромное количество зеленого. Зеленый, зеленый, снова зеленый. Я как-то в одно время активно ее вышивала, а потом я так от этого зеленого устала, что просто ее забросила, и, наверное, года 3 я к ней вообще, в принципе, не приближалась совсем, потому что вот настолько я от нее устала. Ну, размер, как вы видите, вот по сравнению с ладонью, конечно, видно, да, что это не маленькая работа, но, блин, она классная, мне очень нравится. Я все-таки буду вышивать здесь. 1100, конечно, это не очень много, но ей не повредит. Тем более, если у меня на нее стоял план в этом году всего 3000. Ну, я думаю, что с продвижухой, возможно, она продвинется побольше, что ей будет только в огромный плюс. Ну все, мои хорошие, я убежала. Пойду раскрою себе сегодня платье. Мне нужно подготовить на примерку 5 вариантов платьев. Одно у меня готово. Еще одним сейчас займусь. Ну и потом, конечно же, повышиваю. И все-таки надеюсь, что 15 числа вы это видео увидите. Буду как-то комбинировать шитье и вышивание, потому что надо делать и то, и то. А вот без вышивки все-таки жить я не могу, как оказалось. Все, я вас всех обнимаю. Скоро с вами увидимся. Друзья мои, всем огромный привет! Итак, я снова с вами, и я к вам вернулась с выполненным заданием. Напомню, что задание было у меня вышить на сюжете 1100 крестиков, и для этого у меня выпало через мою рулеточку мой замечательный сюжет от «Золотое руно. Утро в сосновом лесу». Итак, я отшила свою 1100 крестиков и еще 400 сверху бабахнула, потому что я пришла к решению, что
Вывести цвет полностью уже, в принципе, большущий плюс. Когда отшила 1100, у меня было отшито вот так вот. И вот этот вот пятачок как раз у меня занял 400 крестиков. Думаю, ну зачем оставлять? Думаю, да ладно, я их дошью, мне, в принципе, не сложно. А работе будет очень-очень приятно и полезно. Ну что ж, теперь у меня получается вот этот момент весь практически оформился. И все, теперь я вижу, где у меня будет конец вот этого вот этой зеленой полянки. Все, когда я закончу вот эту зеленую полянку, у меня уже пойдет вот это вот самое дерево. Медведицу я пока трогать все-таки не буду, ну, потому что мне не очень удобно до нее тянуться. А вот дальше я уже пойду к третьему углу. И думаю, что очень хорошо это этой работе и, конечно, не повредит. И, наконец-то, она будет у меня все-таки двигаться. Вот такие вот у меня продвижения. Кстати, я вас в прошлом подключении обманула, что у меня здесь отшито 48 или 49%, я уж не помню, что я там наговорила. На самом деле у меня было отшито 43%, сейчас у меня 44,7%. И просто чудесно. Пора эту работу двигать, потому что она висит у меня уже на протяжении 8 лет. Я думаю, что она заслуживает свой, так скажем, шанс быть все-таки законченной и отшитой. Ну что ж, на этом я с этой игрой заканчиваю. Сейчас будет минутка, а может быть 10-минутка болтологии. Если кому-то это не интересно, то я с вами уже прощаюсь тогда. И оставайтесь те, кто хочет узнать последние новости в эфире, прогноз погоды. Ну да. Итак, мои хорошие, все, что сейчас наболело у дзенщиков. Сейчас огромное количество идет разговоров на всех каналах по поводу монетизации. Да, Дзен перекрыл блогерам все возможные доступы к получению каких-либо денежек. Хочу вас всех успокоить. Мой канал не будет на это как бы вестись по той простой причине, что я не блогер миллионного уровня, я не блогер, у меня даже 10 тысяч подписчиков, у меня даже 1000 подписчиков на Дзене нет, поэтому я не вижу смысла каким-то образом прекращать свою деятельность на Дзен, потому что, в принципе, заработок мой за полгода составил не такие великие деньги, чтобы я об этом особо переживала. Ну и так как я за правду и все-таки за справедливость, скажу вам, что за полгода я заработала 5000 рублей. Я их благополучно уже потратила, я их вывела и потратила. По той простой причине, что вообще хотела себе копить на мечту. Уж дико мне хочется несколько наборов от СТ. Ну, не знаю, ну прям вот загорелось мне. И я понимаю, что да, на самом деле СТ, конечно, это моя мечта. Девочки в Телеграме, которые со мной уже долгое время, они знают, что я немного на этом повернута, помешана. И наверное, как любая вышивальщица, все-таки хочется подержать в руках этот набор и почувствовать эту энергетику лавочки, фундучка и все дела. Но я понимаю, что выделить из своего кармана чистыми свою полностью зарплату месячную отдать за один набор, который я хочу, ну, это как-то очень сложно, потому что это, конечно, очень дорого. Ну и плюс, так как я живу в Казахстане, как вы знаете, пересылка сюда мне будет стоить, наверное, я не знаю, там 1/10 этого набора, это точно. Так вот, я думала, что я на Дзен, на YouTube буду немножко зарабатывать денежки и откладывать их на эту свою самую мечту. Но воздух перекрыли, Дзен отключил монетизацию, да и бог с ним.
вообще не проблематично. Думаю, что я и без этого, если что, в принципе, справлюсь, может быть, когда-нибудь. Ну, пусть, да, на это уйдет мне не год, а пару-тройку лет, то, в принципе, я думаю, что все-таки свою мечту я когда-нибудь осуществлю, пусть даже и без дзен. Поэтому всех моих дзенщиков я хочу с уверенностью успокоить и сказать, что видео как выходили, так они выходить и будут дальше. Ну, не будет оплачивать дзен, ну, что теперь сделаешь? В принципе, я здесь больше, господи, у меня здесь рама лежит на честном слове, извиняюсь, держится практически на воздухе. Ладно, в общем, все, мы с вами эту тему порешали. Не беспокойтесь, видео будут выходить в дальнейшем. Так, теперь, что по поводу ротации. Сейчас я у вас потеряюсь до 15 мая, потому что с мая месяца я решила свою полностью ротацию переделать. Как вы знаете, у меня сейчас идут веселые старты, битва титанов и вот эта вот самая игра-продвижуха. Но что хочу сказать, с продвижухи я хочу убрать несколько проектов и оставить в продвижухе только чисто наборы. Я так подумала, что в принципе это будет правильно, потому что если взять полку и звездочета, это проекты достаточно большие, и, соответственно, они требуют немного другого подхода и немного другого внимания, чтобы висеть в маленькой игре, да. Значит, у меня веселые старты остаются. Это будет с 1 по 15. Дальше будет идти битва титанов с 15 по 30, ну, по 30 либо 31, какое там будет в этом месяце. Дальше с 1 по 15 у меня будет продвижуха, и с 15 по 30 либо 31 у меня будут идти звездочет, волшебная полка, сверкающая змея и гномик и кукурузка. То есть два больших сюжета и два поменьше, которые у меня ближе всех к финишу. Я так решила. Мне кажется, что это будет правильно в отношении и себя, и в отношении вас. Потому что есть люди, которые хотят смотреть только чисто старты. Кто-то хочет смотреть только чисто наборы. Такие тоже есть. Кто-то хочет смотреть только чисто на полку или звездочета, и им тоже будет приятно. Ну и есть любители химерушки, моих гномов, и чеширского кота. Поэтому я все это прекрасненько вот так разделила, то есть 2 месяца, 4 ротации, и будет все прекрасно. Почему потеряюсь сейчас до 15 мая? С 1 по 15 я начну как раз свои веселые старты, а до 15 мне нужно кровь из носу пошить, потому что меня уже подгоняют, потому что я не выполняю домашние задания по шитью, а обновить гардероб к лету очень-очень-очень хочется. Пока у меня идут курсы по шитью, я какое-то время буду вышивать мало. Сразу вас предупрежу, поэтому, пожалуйста, не ругайтесь, вводите в положение, что хобби много. Конечно, огромное количество хобби. Плюсом это у меня вышивка. Ну, а пошить тоже нужно, потому что ткани лежат, а никуда не двигаются. Фасоны выйдут из моды, и, в общем, все пойдет в тартарары, как я люблю говорить. Поэтому мне тоже нужно на это время. Прошу простить и понять. Ну, вроде все сказала. Напишите, пожалуйста, как вам такая задумка разделить вот на такие ротации, то есть двухмесячные 4 ротации в 2 месяца. Понравилась ли вам такая идея? Удобно ли вам будет это смотреть? Чтобы просто я хочу, чтобы не было каши. Ну, то есть если я несколько ротаций запихну в одно видео, это будет как бы путаница, да, то есть будет половина непонятно, что вообще я откуда взяла и что зачем пошло у меня. Продвижуха дело длинная, карточек тут очень огромное количество, поэтому я думаю, что, так скажем, смотрите, сколько здесь заданий. Заданий-то тут, и как раз, возможно, с помощью продвижухи я, девчата, позаканчиваю свои вот эти маленькие проекты, которые я планирую все-таки быстрее закончить и остановиться на своих многоцветках. Вот, потому что все-таки многоцветки это намного
круче и лучше. Ну и, конечно, остается мое желание обязательно все-таки прикупить себе СТшечку. Еще я очень хочу 2 или 3 схемы, я еще пока не определилась, у артели Белый кролик. Есть нарезки, кто делает у артели Белый кролик, и поэтому тоже на это нужны денежки. Поэтому все те, кто просто на добровольной основе хочет меня поддержать, каким-то образом мотивировать или там сделать мне какой-то приятный сюрприз, пожалуйста, только для тех, кто добровольно это хочет. Ни в коем случае никого не принуждаю и вообще, в принципе, не заставляю. Под каждым видео на YouTube у меня есть ссылка на мою карту от Каспи Банк. И на Дзене я подключила какие-то донаты, не знаю, что это и с чем это едят, и вообще смогу ли я их когда-то вывести. Ну и также есть номер карты, пожалуйста, если кто-то горит желанием меня поддержать, мою эту идею стэшную, то милости прошу. Нет, так нет. Смотрите, наслаждайтесь. Ну, а главное, что я вас прошу сделать на обязательной основе, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ставьте пальчики вверх, ну или вниз, кому как хочется. И все. Ну все, мои хорошие, на этом я буду с вами прощаться. Увидимся 15 мая. Все как положено, будет по расписанию. И пожелайте мне удачи. Всех люблю. Пока-пока.